Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Хочу извиниться и оправдаться, что действительно звуком занимаюсь. Вот я, с одной стороны,
выставлены настройки, что высокий. И звук, аудио, вроде бы все настроено правильно, так как он говорит. А давайте теперь попытаемся покопаться глубже, что происходит. Вроде бы даже дело не в приоритете, приоритет уже был правильно настроен. Вроде бы ишка говорит о том, что может быть именно накапливаться рассинхрон. Так что давайте покопаемся в Windows и поищем, что здесь. Try the new full screen render, flicker free output, mouse support, click to move your cursor, select text after copies to your clipboard. Давайте попробуем. Да, доверять этой папке. Ну что-то у нас тут уже не работает или у них не работает. Так, давайте я запущу, чтобы было видно, какие кнопки я нажимаю. А то я это озвучиваю, да, но не видно. Ага. TUI Default. Я могу вернуться, если что. Click to move your cursor in the text input. Давайте посмотрим, что за новый интерфейс какой-то. Думал, что я запишу вам, как я настраиваю звук. Параллельно тут еще прилетело такое вот описание. Давайте глянем, что я сделал. Запишем. Как это называется? Flicker Free Rendering. Давайте исследуем, что это такое. Нажмите, чтобы переместить курсор в поле ввода текста. Нажмите, чтобы развернуть скрытые результаты работы инструментов. По умолчанию текст копируется автоматически при выделении. Настройка через конфиг. Удерживайте Shift при выделении, чтобы использовать стандартную функцию копирования вашего терминала. Прикольно. Мне нравится. Давайте посмотрим, как это работает. Будем работать с тем, что настроим как-то звук адекватней. Мне самому так неприятно, что плохой звук записал, так стараюсь, такая хорошая техника и все равно какие-то баги. Ну вот такой вот процесс разработки, вот такой вот будни веб-код блогера. Настройка аудио для того, чтобы не было рассинхрона по герцам между виндой и между записывающим устройством. OBS Studio используется для записи. Устройство, которое записывает Focusrite Solo. Да, это правильное направление. Рассинхрон часто. Найди. Проверь, как в Win11 сейчас. Рассинхрон аудио. Рассинхрон аудио. Так, ну давайте глянем дальше, какие у нас еще гипотезы. USB питание, энергосбережение USB, но через 30 минут может начать придушивать USB-порт ради энергосбережения, и интерфейс начинает терять сэмплы. Давайте следующий загрузим.
да, доверять этой папке. И получается... мы загрузим контекст и нажмем «Проверь номер 2». Какой-то значок незнакомый для меня, ну окей. Вообще это номер был, ну... Так, расшифровал. В блобе сначала идет 8-байтный заголовок. Про вариант, реальный wave формат начинается с 9 байта, так что реально стоит Windows 11 прямо сейчас. Так, гипотеза 1 не подтверждается. Я вот так вот пытаюсь копить. О, я выделил, и оно скопировалось. Хорошо. Это приятно. Что делаем? Какие гипотезы? Давайте через него уже будем. Он как-то самый быстрый. Браузерный самый быстрый. Я не знаю почему. Да, давай расправимся в следующий. Окей. Второй вариант. Мы сейчас посмотрим, есть ли какое-то засыпание по USB портам. Питание к моему внешнему аудиоустройству, оно действительно идет через USB. Подтверждено, вот корень проблемы. Цепочка такая: Focusrite, Scarlett, Solo, Generic USB Hub. Оба этих хаба Labs — это твой USB Hub Dock, и у обоих стоит галка «Разрешить отключение для экономии энергии». Плюс схема питания сбалансированная, а не высокая производительность. Это ровно сценарий. Как это? Я не понимаю, где это. Вот, допустим, у меня написано ну, то есть высокая производительность. Он сам там что-то делает, я ввел пароль. Вот, высокая производительность, все по максимуму старается на полную. Как эта система питания сбалансированная? Ну, хорошо, сейчас выкрутим на высокую производительность. USB Selective Suspend в системе уже disabled, так что глобально он не виноват. Виноват именно хабы в цепочке Focusrite и схемы питания. Примени обе правки, обе тривиально откатываются. Так, хорошо. Все сделано по номер 2. Диагностика подтвердила причину. Схема питания высокая производительность. Разрешить отключение на хабах, там где подключено, убрано, то есть false. Вот я с шифтом не могу сюда кликнуть, чтобы оно выделилось. То есть мне необходимо вот так вот тянуть мышкой выделение. Но хорошо, что оно само копируется, потому что Ctrl-C здесь не работает, а Ctrl-C это глушит просто терминал. Поэтому то, что они добавили копирование автоматом, антропите, вы умнички, вы прямо идете навстречу людям. Спасибо. Хорошая работа, диагностика чистая, и цепочка наконец сошлась. То, что Scarlett 1 висит через два каскадных VIA Labs хаба, причем оба с включенным энергосбережением, плюс сбалансированная схема. Ну, я не знаю, давайте. Дело в том, что первые 40 минут были с нормальным звуком, а потом уже он посыпался, или там через 30 минут посыпался, так что
как пробовать записать новое видео и посмотреть, будет ли хороший звук. Но я не знаю, хороший звук или нет. То есть я могу контролировать. Давайте как я вам покажу, как я вижу. Я вижу, что вообще звук фактически идет. И я вижу, что мое лицо показывается, да, грубо говоря. То есть то, что здесь идет звук, но плохой, у меня я не понимаю, как мне настроить фильтрацию ловли именно плохого звука. То есть без звука, да, без видео, да, я настроил проверку, остальное, ну, не знаю как. Ну, в общем, еще раз извините за плохой звук. Выполнил все от себя зависящее для того, чтобы это настроить. Гипотезы были: кондиционер отключал, все равно появлялась электронаводки от видеокамеры, я думал, близко находятся они, и там есть электронаводка в момент, когда я говорю. Исключил, отодвинул, хороший звук, и все равно там с 40-й минуты он портится. Вот теперь, сейчас уже следующая гипотеза, это USB. Вы прямо наблюдаете будни веб-код блогера и как тестирование hardware banded, да, тестирование физического железа в работе. Желаю вам создавать IT-продукты высокого качества. Спасибо, что смотрите, спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность. Желаю вам создать ваш IT-продукт, миллиардник, единорог в долларах.